Вау! Охотясь на пляжное сокровище во Флориде, парень нашел Apple Watch. Got it. Let's see what it is. Oh, cool. Apple Watch. Wow. Series 4. Cool, cool, cool. Спустя некоторое время ему удалось найти еще и телефон Samsung Galaxy. Samsung Galaxy. Парень из Соединенных Штатов нашел с помощью подводного металлоискателя 2 часов 3 старых телефона и пистолет. Very old phone. Oh my god. I cannot believe my eyes. Автор видео указал, что это настоящий пистолет, но как по мне больше похоже на пневматическое или травматическое оружие, особенно судя по обойме. Парни обнаружили в лесу брошенный Subaru. Это был какой-то служебный автомобиль, который простоял здесь где-то около 7 лет. Парни взломали заднюю дверь и пробрались в машину. Залили бензин и завели авто. А потом нормально так позажигали. Джереми с другом ныряли с аквалангами в реке и нашли пистолет. Также мужчина нашел древний телефон-раскладушку. Но самое интересное это то, что Джереми обнаружил через некоторое время металлический ящик, в котором находился значок агента ФБР. На значке было указано спецагент отдела специальных расследований. Agent, a special agent. Через несколько дней Джереми передал документы и оружие правоохранительным органам. Как потом выяснилось, пистолет и значок агента были когда-то украдены и принадлежали одному и тому же человеку. Мужчины из Канады обнаружили в лесу заброшенный грузовик. Мужчинам даже удалось завести этот старый грузовик. Мужчина приехал на шиномонтаж, и монтировщик шин нашел в его колесе спрятанные пачки евро. Владелец Мерседеса был в недоумении, как деньги там оказались. Вижу, блядь, впервые. Бабосики. В колесе бабосики. Реально бабосики, блядь. Еврики. Вообще, блядь. Что делать-то? В Канаде парень с девушкой по имени Китти отправились на популярный пляж искать сокровища с помощью металлоискателей.
Им посчастливилось найти много монет и золотое кольцо с 16 бриллиантами, так они думали на тот момент. There you go. Wow! That's a big ring. Is there any writing on the Wow. inside? Но когда они обратились к эксперту, оказалось, что бриллианты поддельные, а кольцо реально золотое, притом высокой пробы. A very high carat. So, fake diamonds, but real gold. How do you feel? Мужчина из Эстонии обнаружил заброшенный Mercedes-Benz 250D, который простоял здесь около года. Мерс вытаскивали эвакуатором. Мужчине даже удалось его завести и сделать тест-драйв. We are out of school today. Мужчина из Флориды нашел на территории школы золотой перстень, притом на поверхности в траве, даже не пришлось копать, походу потеряли недавно. Yes, right on top. That is gold, baby. Gold, gold, gold. Yes, it is. 10 karat gold. В 9:15 утра в ноябре 2021 года автомобильное движение по шоссе в окрестностях калифорнийского Сан-Диего было парализовано на несколько часов из-за выпавшей из инкассаторской машины сумки с деньгами. Банкноты разлетелись на десятки метров, а автомобилисты кинулись их собирать, бросив свои машины прямо посреди проезжей части. Деньги перевозились из банка Сан-Диего в Лос-Анджелес. Набивая карманы деньгами, люди прыгали от радости, как будто выиграли в лотерею. Полиция расценила это как кражу, и на месте происшествия были арестованы 2 человека с собранными деньгами. Многие водители снимали себя и происшествия на видео и выкладывали в интернет. Это и стало для них роковой ошибкой. Благодаря роликам полиция уже задержала несколько нарушителей, которые присвоили себе инкассаторские деньги. ФБР изучает видеозаписи инцидента, чтобы установить личности остальных счастливчиков и привлечь к ответственности. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.